Злобный волк похитил маленького ребенка прямо на глазах его отца, который от увиденного закричал от страха. Но это было только начало, так как через мгновение с небес к ребенку ринулся огромный орел. Эта история началась на необъятных лугах, где опытный пастух Лукас пас большое стадо баранов. Однажды пастух взял с собой на пастбище свою жену Элен с 3-месячным ребенком на руках. Вот только семья и подумать не могла, что вскоре рядом с пастбищем будут пробегать несколько голодных волков. Дадо, верный и преданный пес пастуха, первым заметил волков на опушке леса и начал грозно рычать и лаять. Лукас не позволил собаке броситься в атаку на хищников, прекрасно понимая, что стая просто разорвет питомца в клочья. Пастух приказал Дадо охранять жену с сыном, пока он сам, схватив большую палку, пытался противостоять приближающимся зверям. Несколько хищников бросились на мужчину, но тут же пожалели об этом, получив увесистые удары деревянной дубиной. Вот только Лукас не знал, что это был обман хитрых хищников. Остальные волки в этот момент неожиданно появились с другой стороны пастбища и ринулись прямо к Элен с ребенком. Дадо смело бросился на противников, но быстро оказался на земле, не в силах противостоять матерым зверям. Элена безуспешно пыталась отбиваться от волков, которые окружили ее со всех сторон. Огромный вожак стаи ловко схватил в зубы маленького ребенка, который и был их целью. После чего хитрый зверь начал отступать к кромке леса. Женщина закричала от ужаса и страха вместе с мужем, глядя на мощного волчару, который схватил их сына. Охваченный яростью Лукас, не обращая внимания на остальных хищников, которые постоянно пытались вцепиться в его тело, со всех ног бросился за зубастым похитителем. При этом сам вожак изрядно устал. Волк тяжело дышал. Около леса он собирался передохнуть, а затем скрыться в густой чаще. Лукас немного приблизился к волку и увидел, что зверь в одной из схваток лишился правого глаза. Но расстояние между ними все еще было очень большим. Кроме того, мужчине сильно мешали преследующие его волки, которые шли за ним по пятам, но все-таки не решались напасть, опасаясь большой палки в руке пастуха. Понимая, что ситуация безвыходная, Лукас остановился, набрал побольше воздуха в легкие и засвистел так громко, что звук разнесся на несколько километров. Через несколько минут в небе появился большой силуэт, который быстро летел прямо к пастуху. Этим силуэтом оказался взрослый орел, который через несколько мгновений сел на землю рядом с Лукасом. Пастух со слезами на глазах указал птице на своего беспомощного ребенка, которого похитил злобный волк. Хищная птица без промедления взлетела в воздух, откуда камнем бросилась прямо на убегающего зверя. Получив мощный удар острым клювом, лохматый похититель взвыл от нестерпимой боли и выпустил из пасти ребенка, который тут же откатился в высокую траву. Орел смело сражался с вожаком стаи, не позволяя ему приблизиться к лакомной добыче. Лукас успел первым добраться до ребенка и крепко прижать его к груди, а следом к ним присоединилась раненая Елена. Семья, наконец, вновь воссоединилась. Однако стая волков не собиралась так просто расставаться со своей добычей. Она вновь окружила людей. Лукас приготовился к очередной схватке, понимая, что у них мало шансов уцелеть, даже несмотря на помощь орла. К счастью, на подмогу к семье пришли несколько пастушьих собак с их владельцами, которые находились поблизости. Их внимание смог привлечь своим громким лаем умный пес Дадо, который помчался за подмогой. Совместными усилиями люди и собаки прогнали обнаглевших волков обратно в лес. Орел вновь сел на землю рядом с Лукасом, который с нежностью погладил птицу по голове, постоянно говоря при этом «спасибо, спасибо тебе за все, мой друг». Оказывается, пастух и большая птица уже давно знали друг друга. 3 года назад, когда Лукас шел по пастбищу вместе с Дадо, пес что-то заметил на земле, подбежал к этому месту и начал громко лаять. Подойдя поближе, пастух с удивлением увидел совсем ослабшего птенца орла, который, похоже, вывалился из своего гнезда. Мужчина пожалел малыша и забрал его к себе домой.
Лукасу удалось выходить орленка, которого он назвал Андор. Пернатый питомец очень привязался к своему доброму хозяину, который изо всех сил старался, чтобы Андор не только вырос и окреп, но и научился хорошо летать, а затем и выживать в дикой природе. Через несколько месяцев Лукас наконец выпустил орла на свободу, который смог отлично адаптироваться к самостоятельной жизни. Но несмотря ни на что, Андор часто возвращался к своему приемному родителю и красиво парил над стадом баранов, при этом никогда не нападая на них. Лукас сильно скучал по своему воспитаннику и порой подзывал его громким свистом, чтобы угостить аппетитным куском мяса. В тот роковой день пастух догадался позвать на помощь своего пернатого друга, который смело вступил в схватку с волками и спас всю семью Лукаса, сполна отплатив мужчине за его доброту.